Всем доброго времени суток, с вами Асакур, и сегодня в мобильных хрониках хаоса я попытаюсь на Гранд-арене добраться до первого места, атакуя всех соперников в первой десятке лидеров. В этом ролике вы узнаете, каких героев для каждой конкретной ситуации на Гранд-арене я чаще всего использую, какой стратегии с составами придерживаюсь в целом и почему. Подписывайтесь, и мы начинаем. Теперь на моем канале доступно спонсорство. Всем, кому нравится мое творчество и кто хочет поддержать меня дополнительно, рекомендую ознакомиться с преимуществами данного вида подписки, нажав на кнопку «Спонсировать». Тем не менее, я создавал и продолжу создавать видео для всех, поэтому приступим. Гранд-арена по сравнению с обычной ареной представляет собой усложненный режим боев с той же целью – заработок изумрудов и монет. Здесь у вас есть возможность с каждым соперником проводить сражения до 3 боев или до 2 побед. Как в атаке, так и в защите мы подбираем 3 команды, поэтому эффективно играть в данный режим выходит довольно дорого, а награды остаются прежними. Усугубляется ситуация тем, что на высоких местах пачки начинают скрываться, а это в свою очередь не позволяет провести тщательный анализ команд и совершить успешную попытку пробития с первого раза. Все эти факторы вместе взятые делают Гранд-арену непривлекательной для большинства игроков с умеренным донатом и ограниченным выбором героев. Гораздо легче занимать топ-1 на обычной арене. И все же за эти года, проведенные в нашей игре, я достиг того уровня, при котором могу побеждать соперников с мощью 3 пачек более чем 1,5 миллиона, сам при этом имея около 1 350 000 мощи и не обладая толком хорошими защитными пачками, так как играю больше на атаку. Хотя и имею представление о достойных защитных пачках, например, 3 таких состава, таких или таких смотрится довольно симпатично. Но мы руководствуемся тем, что имеем, поэтому приступим к боям. Придерживаемся тех же секретов и фишек, что и на обычной арене, а именно правильное время награды, фокус на прокачке атакующих, желательно пересекающихся героях и пачках, а также проведение боев заранее, желательно за 15 минут до награды. Я буду комментировать, что происходит в боях и почему для атаки были выбраны именно такие пачки. Вперед! Конечно, не все попытки были проведены успешно с первого раза, поэтому я частично знаю, что и у кого располагается в пачках, но в целях сокращения времени видео я покажу вам самое сочное. Наш первый соперник имеет мощь 3 пачек более чем 1,5 миллиона. Посмотрим, что там. Первый пак. Классическая Крита Кира. Ничего особенного. Против него мы поставим оленей с Дарианом и Гелиосом, а в качестве танка Зири. Уже на протяжении многих месяцев это один из моих самых любимых паков против критовиков. О нем рассказывалось еще в этом видео. Я точно знаю, что во втором паке у него расположен базовый состав с Пеппи и Тесаком. Его мы попробуем пробить с помощью классического антимагического пака с Корнелиусом и Эльмиром. А вот что в третьем составе – загадка. Поэтому мы поставим один из самых мощнейших паков в своем арсенале – Исмаила, Тристана и Галахада на базе Джета и Себастьяна. Атакуем. Кира тычкой сносит половину здоровья нашему Ларсу. Он применяет цепную молнию и вылечивается в ауре вампиризма. Вследствие этого он быстрее всех набирает энергию и вызывает бурю, а также верхней молнией поражает Киру, ее воскрешает Астарот. Кира ультует, но ее критующие лезвия сталкиваются с пламенным возмездием Гелиоса, от чего она погибает. Теперь наши олени в безопасности и расправляются с оставшимися. Далее мы сражаемся против классической пачки с Тесаком и Пеппи. Давно не сталкивался с ней, и для меня загадка, получится ли ее одолеть с помощью Корнелиуса и Эльмира или нет. Совсем недавно обновленному Тесаку изменили время применения второго умения, рассинхронизировав его с щитом Пеппи, но и ей в последних обновлениях подправили тайминг куража, поэтому все вернулось на свои места. Сейчас мы в этом убедимся. Ультуют Йоргены, Тесак под щитом Пеппи существенно разминает Астарота. Безликий отбрасывает его, и часть урона с куража достается Эльмиру. Тем временем вражеская Марта под щитом Йоргена ускоряет свою команду, отпрыгивает Эльмир, и Астарот погибает первый раз. Мы также ускоряемся. Монолит Корнелиуса летит в Пеппи, но переносится в Марту, однако не наносит ей существенных повреждений из-за артефактов на броню. Астарот умирает второй раз, и вражеская бабка снова ускоряет всю свою команду. Йорген накладывает пытку бессилием, а Безликий отбрасывает нашего Йоргена назад. Вся наша команда находится на одной линии, и дальше без опоры танка и без набора энергии мы просто не вывезем. В последнем составе у соперника оказались олени вместе с Авророй, Небулой и Дарианом. В
теории у нас есть шанс, так как отсутствие Гелиуса против критовиков всегда выглядит непредсказуемо для Ларса и Кристы. Аврора ощутимо просаживается по здоровью, ультует Тристан, и она погибает. Исмаил принимает форму и начинает раскалывать Кристу. Ларс цепной молнией под бафом Небулы вносит немалое количество магического урона, убивая Себастьяна и серьезно раня остальных. Галахад, заряжаясь от этого, обрушивает свои мечи и забирает его. После этого момента нам уже ничего не помешает закончить данный бой в свою пользу. Победа! На 9-м месте соперник имеет мощь 3 пачек почти что 1 миллион 550 тысяч. Что же там? Первая пачка – Тесак, Андвари, Фокс, Пеппи и Гелиос. Довольно нестандартная команда, и подойдем мы к ней также нестандартно. Воспользуемся пачкой с Орионом, но не совсем обычной. Возьмем Зири в качестве основного танка, заслоним от крюка Тесака с помощью Андвари, доберем Кристу в виде своеобразного уже 3-го танка в нашей пачке, добавив между ней и Орионом Небулу, чтобы она раздавала свои шары этим двум героям. Можно было бы взять Ларса вместо Ориона, если бы не вражеский Андвари. Остальные 2 пачки мне неизвестны, поэтому подберем команды случайным образом. Вторая пачка будет с критами, так как нам уже известно, что Гелиос был в первой. А в 3-ю мы поставим антимагическую связку Корнелиуса и Эльмира вместе со Астаротом, Сорвиголовой и Дарианом. В бой! Зири ультует и закапывается, Орион ощутимо ранит героев соперника ракетами, а Андвари в момент принимает на себя большое количество магического урона. Он с Зири едва держится, Криста поражает всех ледяной карой под пробивом, Орион под шарами Небулы вовремя проводит контрольный залп и заканчивает этот бой. Далее мы критовиками сражаемся против Авроры, Небулы, Ориона, Безликого и Теи. Действительно, такую пачку можно увидеть только на Гранд-арене. Орион под Небулой серьезно ранит наших Исмаила и Джета, от чего они заряжаются и ультуют. Но Безликий отбрасывает Галахада и добивает Джета. Орион проводит еще один усиленный залп ракет, Ясмин и Галахад ультуют, Себастьян умирает, а Исмаил едва живой. Благодаря артефакту на уворот от Авроры, пачка соперника переживает данный момент, а очередные многочисленные снаряды от Ориона не оставляют нам шансов. В 3-й пачке оказались олени вместе со Астаротом, Каем и Дарианом. Наша антимагическая команда способна с ними справиться. Здоровье Астарота соперника подходит к концу, Эльмир отпрыгивает, а Корнелиус монолитом мгновенно щелкает Кристу. Начинается буря, Кай запускает торнадо, но оно не успевает долететь до нас, так как Сорвиголова своей бомбой забирает колдуна. Вражеский Астарот погибает 2-й раз, и это победа. Сейчас мы нападем на игрока, мощь которого приближена к 1,5 миллиона. Лютер, Ясмин, Цинмао, Йорген и Лиен. Также довольно необычная команда, но назвать ее хорошей защитной пачкой нельзя, ведь ключевой герой, наносящий урон здесь, это Ясмин, которая контрится Гелиосом, Андвари или Корвусом. 2 из 3 контрпиков против нее мы и возьмем. Получится Орион, Дариан, Гелиос с Зири. 2 остальных пака соперника мне неизвестны, поэтому в случайном порядке установим нашу антимагическую и критовую пачку с Галом, Тристаном и Исмаилом. Атакуем. На этом моменте игра вылетела, поэтому посмотрим бои в записи. Ясмин в ответ на ее крит прилетает от Гелиоса, и она ультует в Ориона, но Андвари вовремя накладывает на него щит, а пламенное возмездие все-таки добивает ее. Теперь у защищающихся нет ударной силы. Лютер прыгает вглубь нашей пачки, Орион серьезно ранен, но постепенно он излечивается в ауре Дариана и заканчивает этот бой.
Во второй пачке у соперника оказался своеобразный состав на базе Тристана и Корнелиуса против нашего классического антимагического пака. Такое противостояние выглядит интересным. Отпрыгивает Эльмир, Йорген применяет пытку бессилием, начинается перенос, и вследствие него вражеская Марта погибает. Наш Корнелиус запускает монолит во вражеского Корнелиуса, от чего тот мгновенно теряет всю полосу здоровья, а добрать оставшихся не составит труда. На седьмом месте расположился соперник с совокупной мощью более чем 1,5 миллиона. В первой пачке у него состав с Авророй и Селестой на базе 3 оленей. Воспользуемся нашей антимагической пачкой, только вместо Эльмира возьмем Тристана, чтобы пережить цепные молнии Ларса под артефактом на магическую атаку Селесты. Мне известно, что во второй пачке соперника выставлен состав с Кархом и Гелиосом, а в третьей с Крит и Кирой. Против Карха с Гелиосом можно использовать старый пак с Кирой, в котором вместо Джета и Себастьяна располагаются Небула и Безликий. А против Крита Киры в третьей пачке пустим в ход Гелиоса и Ориона совместно с Зири, Кристой и Лиен в атаку. Тристан сжигает энергию Ларсу, ультует и получает верхнюю молнию от него же. Йоргены используют свои чаши, Ларс цепной молнией поражает всех наших, ультует Тристан, и Марта ускоряет всю нашу команду. Начинается буря под шипами Кристы, но мы успешно переживаем ее под защитным куполом Корнелиуса. Дед все же заряжается и монолитом под пробивом с помощью переноса забирает Ларса. 3 наших героя еле сводят концы с концами, а Йорген ультуя пытается выиграть хоть чуточку времени. Астарот воскрешает Тристана и восстанавливает ему немного здоровья. Марта ускоряет нас, Корнелиус обрушивают свою глыбу в Кристу, но она снова переносится в Йоргена и наносит 584 тысячи физического урона. Просто обратите внимание, под каким количеством эффектов от первого артефакта находится наша команда. Начинается бой против, казалось бы, обычного состава с Орионом, Дарианом и Гелиосом, но Карх меняет наши планы, и мы уже вынуждены использовать против такого пака Андвари. Кира под Небулой сносит своей тычкой четверть здоровья вражескому Астароту. Глахад выбегает вперед и подставляется Карх. Кира добивает его, но он воскрешается Астаротом. Гал обрушивает мечи, Карх, оставшийся на первой позиции, вот-вот погибнет, но его спасает арт на броню, свой собственный разлом и лечение от Дариана. Андвари, а затем и Галахад умирают от Гелиоса, а Карх подбрасывает и добивает оставшихся. Вся надежда на последний бой и на Гелиоса в частности. Орион запускает ракеты, Кира сталкивается с пламенным возмездием и усыпляется с помощью Лиен. Закапывается Зири, пошел очередной залп от Ориона, Кира запускает вихрь лезвий, но умирает от собственного крита. 3 наших героя едва живы, но бесчисленные ракеты делают свое дело, и мы выигрываем. Игрок на 6-м месте также славится огромной мощью героев, но когда это нас останавливало? Подобные поколения вместе с Мартой и Авророй самые неприятные для классической антимагической пачки с Корнелиусом, поэтому мы немного модернизируем ее, добавив Безликого и заменив Астарота на Галахада, чтобы Тристан сжигал чуть больше энергии. Данную вариацию подсказал мне один из моих подписчиков, за что ему большущее спасибо. Плюс ко всему, ранее на более низких местах я заметил, что у данного соперника во второй пачке находится Астарот, Себастьян, Сорвиголова, Фокс и Дариан. Поэтому очередной раз обратимся за помощью к полюбившемуся нам Ориону и доберем к нему, как всегда, Зири, Кристу и Гелиоса, а 5-м героем возьмем Селесту. Что у него находится в 3-м паке, без понятия. Это может быть и Карх, и Гелиос, и Лиен, и кто угодно другой. Поставим такую солянку с Исмаилом, потому что я уверен в победе в первых 2 боях, но не рекомендую вам так делать. Погнали!
Бой начинается довольно спокойно. Тристан сжигает энергию Ларсу, ультует, а тот в свою очередь отвечает ему верхней молнией. Йоргены применяют пытку бессилием, но Ларс цепной молнией успевает подзарядить нашу команду, от чего Тристан, Корнелиус и Безликий применяют первые умения. Полетело 2 монолита, первый переносом разбивается о Марту, а второй залетает в Кристу, заставляя ее заморозиться навсегда. После этого наши герои успевают перевести дыхание, накопить энергию и с новыми силами расправляются с оставшимися героями соперника. Переходим к следующему бою. Зири довольно быстро теряет здоровье, ультует и закапывается. Гелиус своей сферой наносит урон в ответ на криты от Сорви, в том числе сбивая ее беглый огонь. Не понимая предупреждений, она ногой, как футбольный мяч, метает бомбу в нашу команду, от чего взрывает сама себя, и ее воскрешает Астарот. Орион проводит запуск ракет, Криста на второй позиции достойно держится, Зири умирает, но ледяная кара под пробивом защиты от магии вносит большое количество магического урона. Сверху снова прилетают снаряды от Ориона, и все это дело накрывается сферами Гелиуса. Мы выигрываем данного соперника. Оказывается, в момент, когда мы атаковали, нас кто-то скинул, но мы случайно возвращаем свою позицию. Перед входом в пятерку лучших игроков Гранд Арены мы видим перед собой нашего сагильдийца. Давайте посмотрим, что у него. Корвус, Мориган, Андвари, Кира и Себастьян. В данной пачке можно заменить Себастьяна на Джета, и тогда она станет лучше. Ну а мы против нее воспользуемся критой пачкой с Тристаном, Исмаилом и Галахадом. Во второй слот наугад поставим нашу антимагическую команду, а третьей пачкой у нас будет состав с Орионом. В бой! Корвус стремительно теряет свое здоровье, создает алтарь и ультует вместе с Тристаном. Галахад обрушивает свои критующие мечи под пробивом, и следующий замах реликвария ставит точку в данном сражении. Следующий бой проводится против 3 оленей, Селесты и Руфуса. Против такого пака у Корнелиуса и Эльмира обычно не возникает проблем. Верхняя молния Ларса попадает в Эльмира и чуть ли не убивает его. Корнелиус запускает монолит, который летит в Кристу, но переносится в Ларса, моментально забирая его. Новый гранит, но уже под пробивом Эльмира, все же залетает в Кристу и также сию секунду убивает ее. После этого нашим героям только и остается подзарядиться и добить оставшихся. И мы занимаем топ-5 Гранд Арены, впереди самое серьезное. Как мы видим, на всех 4 оставшихся местах также расположились соперники, обладающие огромной совокупной мощью. И наш следующий соперник не исключение. В первой пачке у него находятся Аврора, Йорген, Безликий, Дариан и Лилит. Довольно сильный состав из-за переработанной демонессы, против нее всегда нужно быть аккуратным. Для этого снова возьмем плотного Тристана и, конечно же, Корнелиуса вместе с Галахадом и Безликим. Во второй состав наугад поставим Исмаила с Ясмин, а в третий уже привычный для нас пак с Орионом и Кристой, так как я не обладаю информацией о командах соперника. Вперед! Постепенно разворачиваются события на поле боя. Йорген с Тристаном ультуют, а следом и Корнелиус глыбой под пробивом с помощью переноса сшибает вражескую Лилит. Теперь у соперника не остается дэмэдж-дилеров, и нашей команде сейчас гораздо легче победить. Перенос урона от вражеского Йоргена все же добивает нашего Безликого. Но спустя совсем короткое время Корнелиус под артефактом на пробив брони от Тристана монолитом сносит все здоровье Безликому. Вражеский Йорген применяет пытку бессилием, но это остановит нашу команду лишь ненадолго. И все же нам удается победить в данном бою всего лишь за 2 секунды до истечения времени. Идем дальше.
Во второй пачке оказались олени с Селестой, Мартой и Гелиосом. Хоть наша Ясмин и получится добить Ларса, сама она погибнет и после воскрешения Астарота от своих же критов, как и Исмаил и все остальные оставшиеся герои в нашей пачке. Далее с помощью пачки на базе Ориона мы сразимся против Тесака, Эльмира, Сорвиголовы, Фокс и Джета. Наш Вестник Солнца идеально подходит для борьбы с данной пачкой, чему мы и находим подтверждение через несколько секунд. После запуска ракет Ориона Гелиос 2 раза отвечает пламенным возмездием на криты Сорви, от чего провоцирует ее прибегнуть к беглому огню, от которого она также начинает критовать и в конце концов погибает. Следом и Эльмир нанес критический удар нашей Кристи, от чего тут же поплатился. Тесак вытягивает Гелиоса, но его команде уже ничего не поможет. Победа у нас в кармане. На пути к топ-3 у соперников первой пачки мы встречаем Крита Киру в вариации с Руфусом. Популярное решение против магов, так как Киру в защите любит ими пробивать, но я не собирался поступать так же. Вместо них я возьму критующую пачку с Исмаилом, Тристаном и Галахадом. Данный состав имеет куда более серьезную ударную силу, чем Крита Кира, сейчас мы и удостоверимся в этом. Также я помню, что во втором слоте у предстоящего соперника располагается какой-то состав с 3 оленями, но я точно не могу вспомнить какой. Попробуем задействовать пачку с Сатори вместе с Селестой, Безликим, Мартой и Андвари в качестве танка. А на третий состав поставим классический антимагический пак, только вместо Марты у нас будет Дариан. Поехали! Спустя 9 секунд с начала боя ультует Тристан, выбегает Галахад, а вражеский Андвари каменной хваткой вместе с рикошетом Киры добивает нашего Себастьяна. Руфус едва живой, Галахад обрушивает стальные небеса на всю вражескую команду, серьезно раня 3 ключевых героев соперника. Ультует Кира, наши Джет, Тристан и Галахад едва живые, но все же нам удается выстоять и завершить этот бой в свою пользу. Разворачивается второй бой, и тут же мы видим, что потихоньку на Йоргене начинают скапливаться метки лисьего огня от Сатори. Верхняя молния Ларса попадает в него, но Селеста снимает оглушение, от чего тот ультует, но лисы не наносят должного урона, так как не хватает пробива защиты от магии. Умирает Селеста, а затем и сам Сатори, а следом и вся наша команда. Остался последний шанс – победить в третьем бою. Корнелиусу и Эльмиру предстоит сразиться против связки с Тесаком и Пеппи вместе с Орионом, Дарианом и Мартой. Пробить такой пак куда проще, чем классический Клеппи состав, так как Безликий с Йоргеном доставляют много хлопот. Астарот хорошо держится, ультует Йорген, и Корнелиус запускает монолит, который летит в Пеппи, но переносится в Марту, делая -1. Астарот воскрешает сам себя, отпрыгивает Эльмир и начинает настреливать с задних рядов. Пеппи накладывает щит на Тесака, который находится внутри нашей пачки, и Орион ракетами раздает артефакт на пробив защиты от магии. Корнелиус успевает зарядиться и создает гранит, который все-таки влетает в Пеппи, но не убивает ее из-за артефакта на броню от Тесака. Наш Астарот погибает, но Корнелиус не сдается и следующим монолитом делает свое дело, добивая Пеппи. Она успевает навесить на Тесака щит, но наша команда успешно переживает этот момент и побеждает. На втором месте у соперников первой пачки имеются олени с Селестой и Астаротом. Здесь мы снова возьмем пачку с Корнелиусом, Безликим, Тристаном, Йоргеном и Галахадом, так как Эльмир против Селесты и Ларса может случайно не пережить их. Но мы все равно применим его во втором составе вместе с Исмаилом, Джетом и Себастьяном против той же Криты Киры с Руфусом, если конечно же ничего не поменялось. А в третью пачку против Карха поставим Киру с Орионом под Небулой, заслонив их Андвари и Зири. Let's go! Начинаем сражение против оленей. Наша задача постараться за один перенос гранитом добить Ларса.
Верхняя молния уходит в Тристана, Безликий откидывает вражеского Астарота, ультуют Йоргена, и Ларс цепной молнией под несколькими артефактами на магическую атаку успевает зарядить 3 героев в нашей команде. Корнелиус запускает монолит, который летит в Кристу, но переносится в Ларса и убивает его, он воскрешается Астаротом. Монолит от Безликого также переносится с Кристы на Ларса, но в момент перерождения он неуязвим, поэтому не наносит урона. Создается буря под шипами и ледяной карой Кристы, и наша команда терпит поражение. Теперь сразимся против Крита Киры с Руфусом. Он довольно быстро теряет здоровье, Исмаил применяет форму и добивает его. Отпрыгивает Эльмир, раздавая всем артефактно пробив брони. Кира умудряется убить нашего Себастьяна, а Астарот также умирает. Она ультуя добивает Эльмира, но в то же время Андвари так и не смог остановить Исмаила, и он под зельем Джета идет на пролом и уничтожает всю вражескую команду. Остался решающий бой против Карха. В нашей пачке Небула Токири Туарион раздает свои шары, которые существенно повышают их показатели физической и магической атаки. Тем самым Кира рикошетами, а Орион ракетами вносит достойное количество урона. Пошел первый усиленный залп, вследствие которого сильно проседает Безликий. Едва живая Зири отбрасывается им, где она и закапывается, Андвари хорошо танкует. Но тут Орион запускает еще одну партию ракет под шарами, и Кира лезвиями окончательно пронзает команду соперника. Итак, перед нами финиш. Нужно занять первое место. Все пачки лидера скрыты, но я помню, что когда-то в первом составе у него кто-то располагался под Джета Себастьяном, поэтому поставим пачку с Орионом и Гелиосом. Содержимое остальных двух команд мной неизведано, поэтому не будем лишний раз экспериментировать и возьмем 2 привычных нам пака, которыми мы чаще всего пользуемся. Ну что же, пробуем. Оказывается, что в первой пачке у оппонента находится Тесак, Сорвиголова и Темная Звезда под Джета Себастьяном. Гелиос без сомнения исполнит решающую роль в данном сражении. Очень быстро наша Зири теряет здоровье, от чего она ультует и закапывается. Сорвиголова с половиной хп применяет первое умение, но Гелиос останавливает ее пламенным возмездием, и спустя несколько секунд еще один ее же крит добивает ее саму. Криста хорошо держится, Тесак вытягивает Гелиоса, и 3 наших героя применяет первое умение. Выкапывается Зири, Темная Звезда критует мстительными душами, от которых также сгорает из-за сферы Гелиоса, а спустя несколько секунд падают и оставшиеся герои соперника. Проходим дальше. Оказывается, что во второй пачке у оппонента находится магический состав с Гелиосом в конце, что, конечно же, лишает нас шансов победить в данном бою. Поначалу мы даже неплохо разминаем Аврору, но потом она чудом выживает под исцелением Селесты и под своими уворотами. Криты Исмаила сыграли против него, и Гелиос сферами добивает еще и Тристана. Оставшиеся герои в нашей команде не способны одолеть такую пачку. И финальный бой проводится против состава с Оленями, Небулой, Дарианом и Астаротом в качестве танка. В начале сражение протекает без происшествий. Верхняя молния уходит в одного из клонов Эльмира. Ультует Йорген, а Ларс цепной молнией заряжает 3 героя в нашей пачке. Отпрыгивает Эльмир, а Корнелиус монолитом выносит Дариана, он воскрешается Астаротом. Марта ускоряет всех наших, начинается буря под ледяной карой, но дед успевает запустить еще один гранит, раздав артефакт на защиту от магии. Монолит переносом все же добивает вампира. Эльмир погибает, воскрешается и сразу же ультует. С помощью дальнего боя он добивает вражеского Астарота. Еще один гранит летит в Кристу, но не наносит ей должного урона без пробива. Марта снова ускоряет нас, и видимо под таким ускорением мой телефон не справляется и игра вылетает. Но на записи боя видно, что мы достойно переживаем бурю Ларса, добиваем Кристу, а потом и его самого с Небулой.
Вот такие бои сегодня у нас получились на пути к топ-1 Гранд-арены. Наиболее часто применяемые герои за все 10 сражений, как и результаты их самих, у вас на экране. Не зря мной создавались 3 полноценные пачки, героев которых не обязательно могут пересекаться между собой, и все-таки в то же время их можно использовать отдельно в каждой команде. Но такой вариант довольно дорогой, и поэтому лучше продвигаться по обычной арене. Это и дешевле, и быстрее, и в целом куда легче, тем более призы в изумрудах за Гранд-арену точно такие же. К тому же, снова отмечу, что не всех соперников мне удавалось пробить с первого раза из-за скрытых пачек, и в целях экономии вашего времени такие бои не показывались в видео. Но в любом случае, надеюсь, что эти бои и мои размышления, показанные в ролике, смогут вам пригодиться. Будьте изобретательны, играйте в мобильные хроники хаоса сознательно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео. Вам не сложно, а мне приятно, и мы совсем скоро еще увидимся.